Под палящим полуденным солнцем в национальном парке Крюгер на грунтовой дороге, проходящей сквозь лес, неожиданно появилась слониха. Она преградила путь. Ее огромное тело было покрыто пылью, а в глазах читались явные признаки напряжения. Слониха то и дело вскидывала хобот и издавала зычные крики, эхом разносившиеся в безмолвном пространстве. Пыль взмывала вверх при каждом ее тяжелом шаге по сухой, твердой колее. Туристические автомобили были вынуждены остановиться на безопасном расстоянии, опасаясь нападения животного. Некоторые люди в панике выходили из машин, с тревогой наблюдая за гигантским существом. Никто не понимал, почему слониха ведет себя столь необычно в разгар дня под нещадным солнцем. Ее крик был похож не столько на предупреждение, сколько на отчаянную мольбу о помощи. Взоры, полные смеси страха и любопытства, были устремлены на животное, перегородившее дорогу. В тот момент никто и представить не мог, что это было началом глубоко трогательной спасательной операции. Один мужчина быстро достал телефон и позвонил смотрителям заповедника. Он сообщил о слонихе, которая перекрыла дорогу и непрестанно трубит. Диспетчер немедленно зафиксировал информацию и распорядился, чтобы патрульная группа немедленно выехала на место. Спустя считанные минуты на раскаленной пыльной дороге показался автомобиль рейнджеров. Два смотрителя парка, Дэниел Маккоэна и Сифон Длову, вышли из машины с крайне осторожным видом. Они держались на безопасном расстоянии, внимательно наблюдая за поведением матери слонихи. Слониха не проявляла агрессии. Она просто продолжала указывать хоботом в сторону далекого леса. Дэниел заметил в ее глазах скорее беспокойство, чем гнев. Сифо тихо заметил, что такое поведение сильно отличается от того, как слоны защищают свою территорию. Оба заподозрили, что животное пытается сообщить нечто очень важное. Дэниел присмотрелся внимательнее и узнал знакомые шрамы на левом ухе слонихи. Он внезапно вспомнил, что это та самая самка, за которой он наблюдал во время ее беременности в прошлом году. В то время она привыкла к присутствию людей и не проявляла признаков агрессии. Сифа также заметил небольшой скол на правой стороне бивня. Эти приметы подтвердили, что это хорошо знакомая особь, обитающая в заповеднике. Дэниел сказал, что слонихе, скорее всего, требуется срочная помощь. Мать-слониха продолжала громко трубить, а затем повернула голову в сторону леса впереди. Она сделала несколько медленных шагов, словно ожидая, что рейнджеры последуют за ней. Сифа кивнул, понимая, что это может быть указанием пути. Они решили последовать за слонихой, чтобы выяснить истинную причину ее беспокойства. Слониха начала сворачивать с главной дороги, углубляясь в бескрайние луга. Дэниел и Сифа следовали за ней на безопасной дистанции, чтобы не напугать животное. Резкий белый солнечный свет заливал низкую зеленую траву, перемежающуюся сухой, потрескавшейся землей. Тяжелые шаги слонихи отдавались эхом в тихом лесу. По мере приближения к болотистой местности воздух постепенно становился влажным. Слониха время от времени оглядывалась, проверяя, идут ли рейнджеры за ней. Густая зеленая листва расступилась, открывая вид на низинную и листую местность. Сифа услышал доносящиеся издалека слабые стоны. Дэниел понял, что этот звук не принадлежит взрослому слону. Оба ускорили шаг, следуя за слонихой, которая, казалось, теряла терпение. Перед ними раскинулось обширное болото с толстым слоем грязи и мутной водой. Слоненок глубоко увяз в трясине.
Над поверхностью виднелись только его голова и 2 передние ноги. Его маленькое тельце было покрыто мокрой грязью, а глаза были полны усталости и страха. Слониха немедленно подошла ближе, издавая полные боли крики. Малыш пытался шевелить хоботом, но не мог вырваться из липкой жижи. Дэниел быстро оценил глубину и вязкость грязи. Сифа огляделся в поисках самого безопасного места для подхода. Оба понимали, что для спасения слоненка время имеет решающее значение. Слониха стояла у кромки, ни на миг не сводя глаз со своего детеныша. В головах рейнджеров созрел план экстренного спасения. Сифа вызвался подойти к слоненку, так как имел опыт работы в болотистой местности. Он снял форменную рубашку, чтобы она не тянула его вниз в грязи. Тело Сифа быстро покрылось густым холодным слоем ила. Он медленно и сосредоточенно пополз к малышу. Слоненок смотрел на него глазами, в которых смешались страх и надежда. Сифа осторожно положил руку на голову Слыкага, чтобы успокоить его. Он говорил негромко, стараясь удержать малыша от лишних движений и борьбы, которые могли лишь ухудшить ситуацию. Слониха стояла на берегу, наблюдая за каждым движением Сифа. Оценив ситуацию на месте, Сифо пополз обратно за веревкой. Дэниел быстро подготовил спасательный автомобиль, расположив его в нужном месте. Веревки были надежно закреплены вокруг тела слоненка, чтобы не нанести ему травм. Другой конец троса подсоединили к передней части автомобиля рейнджеров. Двигатель взревел, и колеса начали неистово вращаться на грязной почве. Поверхность грязи задрожала, когда веревка постепенно натянулась. Слоненок стонал от изнеможения, но все же старался держать голову над жижей. Сифа крепко держал трос, помогая направлять тягу в нужном направлении. Дэниел ехал медленно, чтобы не травмировать малыша. Шаг за шагом тело слоненка вытягивали из болота. Когда его задние ноги наконец коснулись сухой земли, малыш был почти полностью истощен. Вся команда вздохнула с облегчением, когда он оказался в безопасности на берегу. Слониха тут же поспешила к своему детенышу. Она нежно коснулась головы слоненка хоботом в знак утешения. Малыш слабо поскуливал, но смог увереннее встать на ноги. Дэниел использовал воду, чтобы смыть толстый слой грязи с тела слоненка. Сифа подготовил инъекцию, чтобы поддержать здоровье животного. Слониха стояла неподвижно, доверяя действиям 2 рейнджеров. Яркий солнечный свет озарял трогательную сцену воссоединения. Грязь постепенно смывалась, обнажая морщинистую кожу слоненка. Малыш наклонил голову и нежно коснулся ноги матери. В этот момент все почувствовали священную связь. Слоненок медленно побрел по сухой земле под защитой матери. Слониха не отходила ни на шаг, оберегая свое чадо от любых опасностей. Дэниел и Сифа наблюдали за ними издалека с улыбками облегчения. Предвечернее солнце купало в своих лучах пышные зеленые луга парка Крюгер. После напряженной спасательной операции в этих местах вновь воцарилось спокойствие. Слониха с детенышем направились в сторону бескрайнего поля. Звуки лесных птиц разносились в мирной атмосфере. Отпечатки слоновьих ног на грунтовой дороге остались как свидетельство триумфа жизни. Дэниел тихо произнес, что именно ради таких моментов он любит свою работу. Крохотная жизнь была спасена благодаря человеческой доброте.